Шаману заслуженного артиста, а оппозиции – тюрьму. Чем занимается Кремль, пока усиливаются санкции против России? Зеленский готов говорить с Путиным, что заявил Песков. Окончательно ли Харрис заменит Байдена в гонке за кресло президента США? Венгрия будет судиться за дружбу. Главные новости на этот момент. Далее. Теперь не Байден, а Камала Харрис. Уже никто не сомневается в том, что именно вице-премьер Штатов станет следующим кандидатом на пост президента и будет соперничать с Трампом. Но официально демократы обещались объявить своего кандидата в президенты США до 7 августа. Камала Харрис уже якобы получила достаточную поддержку по данным CNN. Обязалась поддержать ее в первом голосовании значительно больше, чем 1976 делегатов. Это означает, что кандидатка пересекла порог необходимой поддержки. Сама Харрис подтвердила, что принимает предложение Джо Байдена заменить его в гонке. Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я планирую заслужить и выиграть номинацию. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию и нашу страну для победы над Дональдом Трампом с его радикальной программой Project 2025. Кроме того, вице-президент США Камала Харрис собрала рекордные $81 миллион за первые 24 часа после того, как действующий президент Джо Байден вышел из избирательной гонки и объявил о поддержке ее кандидатуры от демократов. Это огромная сумма, которая включает деньги, собранные в рамках кампании Национальным комитетом Демократической партии и совместными комитетами по сбору средств. Компания Харрис заявила, что это самая большая однодневная сумма в истории США. Об этом пишет Associated Press. Издание также отмечает, что это ставит Харрис в доминационную позицию, которая позволит ей получить официальную номинацию от Демократической партии на пост президента на национальном съезде в следующем месяце, если не раньше. АП добавляет, что огромная финансовая поддержка также гарантирует, что Харрис и ее союзники смогут конкурировать с Дональдом Трампом, который за последние недели собрал ошеломляющие суммы на фоне борьбы за возвращение в Белый дом после многочисленных исков и покушения. Трамп опережает Харрис на 2% в рейтинге кандидатов в президенты США, по данным The Hill. А вот авторы статьи в Axios считают, что Байден и его советники сомневаются, что вице-президент Камала Харрис в состоянии противостоять Трампу на выборах. По словам источников издания, помощников Байдена, отчасти это именно потому, что действующий президент США так долго не решался выйти из избирательной кампании. При этом результаты нескольких исследований публикует NBC News, отмечая, что вице-президентка, у нее дела обстоят даже немного лучше, чем у Байдена. Напомню, что в Белом доме заявили, что Байден останется на своем посту до конца срока, и сам он это подтвердил в соцсетях. Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Нам просто нужно помнить, кто мы. Я посвятил свое президентство доказательству этого и буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, когда имею честь быть вашим президентом. Ранее ряд республиканцев и непосредственно спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовали отставки Байдена. Но теперь интереснее. Конгрессмены требуют доказать, что Байден жив. Так, конгрессвумен от республиканцев Боберт сообщила, что требует до конца понедельника доказательства того, что президент США Байден жив и здоров. Кроме того, ведущие телеканала Fox News также призвали предъявить доказательства, что Байден не умер. Они обратили внимание, что с тех пор, как он снялся с гонки, еще ни разу не появлялся на публике. В предыдущем заявлении, Дана, ты говорила о том, что не видела президента Байдена сегодня. И я думаю также о том, что с ним произошло сегодня. Поскольку в 13:45 я физически не видел его, он даже не обратился с заявлением из овального кабинета, как это делал до него Джонсон в марте 1968 года. Это сбивает с толку, не так ли? Они, Белый дом, даже не опубликовали до сих пор ничего, никаких фото. Так что я надеюсь, что с ним все в порядке. Но вы должны простить людям их переживания. Если он действительно сейчас жив, предоставьте доказательства, пожалуйста. В Белом доме заявили, что президент в виртуальном формате проводил в понедельник встречи с чиновниками по нацбезопасности. Кроме того, объявили, что сегодня Джозеф вернется к стандартному режиму работы из Белого дома после того, как находился на самоизоляции из-за заражения коронавирусом.
Россия, готовясь к новым санкциям, создает теневой флот для перевозки сжиженного природного газа и нефти. Пишет об этом Financial Times. По информации аналитиков, компании в ОАЭ, начиная со второго квартала 2023 года, приобрели более 50 судов для транспортировки СПГ. Однако схемы, по которым их купили, а также то, что некоторые из этих судов курсируют по маршрутам, обычно использующихся для перевозки газа России, указывает на то, что за этим стоит именно Москва. В издании также добавляют, что ранее РФ также создала теневой флот танкеров для перевозки нефти. В условиях санкций это поможет России продолжить поставлять товар на мировой рынок и зарабатывать сверхприбыли для финансирования войны в Украине. Я напомню, что Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2025 года. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Сежурне в этом контексте заявил, что ЕС введет ряд санкций против российских игроков, которые сегодня дестабилизируют Европу. Главное послание о единстве, прежде всего, по отношению к Украине, поскольку мы уже 2 года боремся за сохранение европейского единства. Кроме того, у нас также есть определенное количество тем, связанных с Украиной. В частности, защита наших европейских интересов с помощью индустриализации. Вопрос европейской обороны и санкций, которые также важны, потребует введения определенного количества санкций в отношении российских игроков, которые сегодня дестабилизируют Европу. Также послание об ответственности за использование российских европейских активов, что должно быть условием для нас в будущем, использовать этих русских для вопроса о защите Украины и в военном аспекте. Чем занята Россия, кроме сколачивания теневого флота? Путин присвоил певцу-шаману и исполнителю трека «Я русский» звание заслуженного артиста России. Возможно, действительно за то, что тот спел перед отставкой Байдена. Я не удивлюсь. Напомню, недавно этот шаман устроил акцию протеста возле посольства США в Москве, где под фонограмму исполнил свою новую песню. Поводом для акции послужила блокировка канала исполнителя на Ютубе. А позже он заявил, что президент США сошел с предвыборной гонки именно благодаря его перформансу. Ярослав назвал свои песни и песнопения историческим моментом. Каждое сердце, которое сейчас здесь находится, испытывает трепет и волнение. Потому что, конечно, это исторический момент. Это действительно так. И мы сегодня здесь делаем так, чтобы сегодня все, что здесь происходит, увидел и услышал весь мир. Но конкретно твое сердце, что вы испытываете прямо сейчас? Только одно слово. Любовь. Любовь. Теперь вот Ярослав Дронов за размахивание триколором получил звание заслуженного артиста. Ведь он еще и член Международного союза деятелей эстрадного искусства. А также в РФ разработали проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии, который призван узаконить преследование тех, кто не согласен с политикой Кремля и его войной против Украины. Аналитики Института изучения войны указывают, что это делается посредством старого доброго новояза. Министерство внутренних дел России опубликовало 22 июля проект новой российской так называемой контртеррористической стратегии, которая устанавливает юридические определения русофобии и ксенофобии, а также меняет определение радикализма, противодействия экстремизму и субъектов противодействия этому экстремизму. Этим в Кремле банально пытаются информационно связать и определить позицию к нынешним действиям и структуре российского правительства как этническую нетерпимость к русским, которые поддерживают политику Кремля и войну в Украине, а также ненависть к русской культуре и истории и поддержку государств, недружественных к России, в сознании россиян. Если говорить проще, то оппозиция к действующей политике – это противостояние самому культурному обществу и идеалам РФ, официально вписанное в закон. Аналитики добавляют, что Кремль также, вероятно, стремится использовать эти определения для борьбы с нелегальной миграцией внутри страны на фоне этнической напряженности. Подавать это будут под видом борьбы с экстремизмом, ведь Путин не в состоянии адекватно противостоять угрозе исламского экстремизма в самой России. В пояснительной записке к проекту контртеррористической стратегии отмечается важность укрепления традиционных российских правовых и моральных ценностей и одновременно противодействуя распространению радикального национализма и неонацизма в условиях проведения войны в Украине и включения незаконно оккупированных украинских земель. То есть не поддерживаешь оккупацию – радикал и террорист. Иди-ка в камеру.
Будет ли кто-то вести переговоры с Путиным? Зеленский допустил такую возможность для завершения войны. Президент говорит, что видит эти переговоры на втором саммите, если к тому времени будет мирный план, разработанный Украиной и союзниками. Мы всегда говорили, что мы видим, если на втором саммите мира будет полностью готовый план. И если Россия будет готова проговаривать этот план и договариваться о завершении войны согласно уставу ООН и решению тех кризисов, которые они принесли. В таком случае мы будем готовы вместе с партнерами говорить с представителями России. И будет ли это Путин или не Путин, какая разница? Давайте честно, если мы хотим закончить войну, и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг, ну что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает. А о Путине ли в таком случае идет речь? Здесь, напомню, в октябре 2022 года президент Зеленский издал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Судя по реакции Пескова, в Кремле давно ждут, что с ними хоть кто-то поговорит, и трепетно сидят у телефона. В целом, это, конечно же, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты с российской стороной исключаются из главы российского государства. И, конечно же, разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца. Но что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь и о каких действиях в этом направлении, если разговор идет серьезный, пока мы судить не можем, здесь, наверное, нужно подождать каких-то конкретных действий, если таковые будут. В любом случае, саммит мира с участием России не пройдет по правилам Путина. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что во время общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили следующие шаги после саммита мира в Швейцарии. Позиция такова. Украина продолжит искать пути, чтобы привести следующую мирную конференцию с участием России. И следующий шаг, собственно, требует привлечения России, но не на путинской основе. Стороны согласились, что должно быть привлечено как можно больше партнеров со всего мира. Ведь саммит в Швейцарии имел хороший результат, но он должен быть улучшен. Около 90 стран согласились с итоговым заявлением этой встречи, но мы должны идти дальше, чтобы противодействовать российской пропаганде, разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит. Что это Россия осуществляет атаку против Украины. Чтобы напомнить, что есть агрессор и есть сторона, которая подвергается агрессии. Что Украина обороняется, и мы помогаем Украине в самозащите. По его словам, правда в том, что позиция Союза остается неизменной уже длительное время. ЕС поддерживает формулу мира президента Зеленского. Единственный мирный план, который принимает Европейский Союз. Чехия стала 16-м участником коалиции дронов для Украины. Эта международная инициатива, возглавляемая Латвией и Великобританией, поставляет беспилотники для ВСУ и способствует к их производству с февраля 2023 года. В коалицию уже входят 15 других стран Европы, Северной Америки и Океании. Кроме того, Латвия отправила Украине партию из более 500 дронов. Об этом сообщил министр обороны Андрис Спруц. Еще 5 июня Минобороны Латвии объявила, что будет передано более 2500 боевых дронов разных типов стоимостью на 4 миллиона евро. Через несколько дней в Украину поступила первая партия из 300 дронов. Остальные должны прибывать в течение этого месяца. И Болгария, в свою очередь, нашла у себя избыточные боеприпасы, которые готова передавать Украине. По словам исполняющего обязанности министра обороны страны Запрянова, Киев может получить запасы снарядов, которые были признаны избыточными, а также другое военное оборудование, если эти поставки компенсируют страны-союзники. Он также отметил, что для этого правительство Болгарии должно принять решение о военной помощи Украине, затем согласовать его с союзниками и Киевом, а также обеспечить логистику. Продолжается скандал вокруг дружбы. Глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт начал консультации с ЕС после того, как приостановился транзит нефти российского «Лукойла» через Украину. Решение Украины угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны страны, желающей быть членом Европейского Союза, и одним решением ставит под фундаментальную опасность поставки нефти двух стран-членов ЕС.
По словам Сиярта, решение Украины является явным нарушением соглашения об ассоциации, и Венгрия может подать на Украину в суд из-за прекращения транзита российской нефти. Кратко напомню, что Словакия и Венгрия перестали получать нефть от своего ключевого поставщика «Лукойл» после того, как в июне Украина ввела запрет на транзит ресурсов российской энергетической компании через свою территорию. По мнению Сиярта, пострадавшее государство-член ЕС может немедленно инициировать процедуру консультаций в Еврокомиссии, и та обязана ее предоставлять. Если не удается достичь согласия, то есть возможность создать третейский суд и провести процедуру в течение 40 дней. Как пишет Политика, цель Украины – задушить ключевой источник доходов военного бюджета России спустя более чем 2 года с начала полномасштабного вторжения. Но данный шаг вызывает опасения по поводу дефицита поставок в Венгрию, которая зависит от российской нефти на 70%, конкретно от «Лукойла» на половину этого объема. Уже через несколько недель венгры могут столкнуться с подорожанием топлива и дефицитом электроэнергии, если не будет найдено решение. Издание подчеркивает, что отмена «Лукойла» происходит на фоне обострения отношений между странами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский критиковал Орбана за встречу с Владимиром Путиным в рамках так называемой мирной миссии. Впрочем, как и весь Евросоюз. ЕС ввел эмбарго на морской импорт российской нефти, но исключил из санкций поставки по трубопроводу, чтобы дать переходной период для Венгрии, Чехии и Словакии для поиска альтернативных источников. Однако за 2 года мы этого так и не увидели. И согласитесь, абсурдно позволять России зарабатывать на поставке нефти, если деньги затем тратятся на войну. Сейчас по дружбе продолжает поставляться нероссийская нефть из Казахстана в Германию. Но после «Лукойла» на подходе санкции против других компаний, добывающих и экспортирующих российскую нефть. Будет ли суд, о котором говорит Сиярто? Он заявляет, что комиссии есть 3 дня на исполнение запроса, а после ЕС имеет право отказать Украине в выполнении обязательств по соглашению об ассоциации. Уже даже появились сообщения, что Венгрия может прекратить экспорт электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти российского «Лукойла». Напомню, что негативно выступала против усиления санкций со стороны Украины против транзита российской нефти и Словакия. Кроме этого, впоследствии своего негодования Венгрия снова заблокировала финансирование из фонда ЕС, который помогает Украине. После переговоров страны так и не достигли договоренности о разблокировании денег на оружие для Украины. Всему виной вето Венгрии. Первый транш от замороженных активов России на закупку оружия для Украины в начале августа на 1,4 миллиарда евро, о котором заявлял Боррель, оказался в заложниках у Венгрии. Следующая встреча глав МИД ЕС пройдет в Брюсселе, а не в Будапеште, из-за позиции страны по Украине. На этом ставлю многоточие. Следим за ситуацией. Скоро увидимся. Пока.